Самым страшным было, конечно, первое нашествие открытое. Мы сами пытались организовать и обозначить такую логистику и инфраструктуру в этом поле, чтобы определить, как правильно и как удобно расположить людей. Самым страшным было, конечно, первое нашествие открытое. Это был 2000 год, фестиваль в Раменском. Они нам дали ипподром, и на этом ипподроме нам надо было как-то расположить людей. Мы построили огромную сцену, сцена была одна в ту пору. Мы разделили это как футбольное поле на 3 части. Вот в левой части мы решили, мы будем делать палатки для того, чтобы людям ночевать. В правой части стоянку для автомобилей, а в центре это поле для зрителей. Я помню, что мы так сидели, рисовали схему, где должно что стоять. Вот здесь должна стоять сцена, вот здесь мы делаем палаточный городок, вот здесь у нас будут торговые ряды, а вот здесь вдоль забора мы аккуратно выставили все туалеты, такая зона. В середине первого, тогда он был двухдневный еще, это было суббота-воскресенье. И вот в 12 часов дня начался фестиваль, а в 4 или в 5 часов вечера у нас туалеты были все заполнены, а так как у нас не было опыта, то мы не подумали, что машина должна к туалетам подъезжать, а мы все перекрыли, и она физически подъехать к ним не могла. И это все начало переваливаться. И пользователи... В общем, это был кошмар, потому что только ночью мы смогли это... Мы приготовили еще... Я помню, такая удивительная лажа была. Мы приготовили российские солдатские, армейские палатки, в которых, по идее, мы думали, что если люди привезут свой спальный мешок, вы можете там быть на ночь. Вот в этих огромных палатках, которые рассчитаны на несколько десятков человек. Это была ошибка. Люди не захотели спать в этих палатках, они их использовали как туалет. Это был ад вообще абсолютный. То есть вот мы поставили туда 20 палаток, это был кошмар. Туда лучше было не заходить вообще. Я помню, туалеты, конечно, в первые годы нашествия были просто чудовищные. Было все было в дерьме, понимаете? Было такое ощущение, что человек туда зашел и взорвался там. И вот это все, потолок, стены, это было, конечно, кошмарно. При этом, когда зрители возмущаются, такие туалеты тогда были, мы им всегда задавали вопрос: послушайте, но это же не мы там сделали, это вы это сделали. Вообще, первое нашествие, это было, конечно, страшное приключение, потому что, опять-таки, при отсутствии каких бы то ни было ожиданий и средств, подсчета, сколько людей к тебе приедет, мы были в атмосфере абсолютного вакуума. Основной проблемой, в принципе, промоутерского бизнеса и фестивального в частности, является то, что этот бизнес является бизнесом очень больших рисков. Потому что достаточно трудно предсказать, сколько людей купят билеты на тот или иной концерт. И нам, людям, которые в первый раз занимались тогда таким большим фестивалем, было трудно это оценить вдвойне или втройне, потому что тогда, например, в те времена не было в России ситуации того, что люди заранее покупают билеты, например, на концерты. Мы не понимали, сколько этих людей будет. 10 тысяч, 1000, 100 тысяч, непонятно. Люди покупали билеты в массе своей в последнюю неделю, а до 80% людей покупали билеты вообще, приходя только на фестиваль. И, конечно же, промоутер, который проводит фестиваль, он был до последнего дня в полном непонимании вообще, что происходит с бизнесом. Ты заработал или ты не заработал, или ты, как говорят у нас, угорел намного и так далее. Совершенно трудно в этих обстоятельствах было вообще готовить инфраструктуру фестиваля, и там понимать, например, сколько нужно завести туда мяса или сосисек или пива, для того, чтобы это все потом не выбросить, потому что люди не пришли. То есть, это, как говорится, единственное хорошее, что мы вынесли, это опыт. Вот. И мы учились, в общем-то, на первых фестивалях, и успех и долголетие вообще фестиваля нашествия, а там 10 проведенных фестивалей за последние 12 лет, это большое долголетие вообще для проектов России. Потому что большинство проектов в России, они загораются и также быстро гаснут по ряду причин.